Президент Польши не сдерживает эмоций, как российские дезертиры помогают ВСУ и кто теперь позаботится о политзаключенных в Беларуси. Обо всем этом расскажу подробнее в эфире «Нехта». Самые важные и интересные новости. В НАТО впервые подтвердили участие северокорейских военных в войне, их присутствие в Курской области. Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были отправлены в Россию. Главный дипломат Польши обвиняет Москву в новых преступлениях. У меня есть конфиденциальные сведения о том, кто стоит за этими диверсантами. Иран обещает еще большую месть Израилю. Спасибо, что смотрите, спасибо, что доверяете. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписаться на наши каналы и про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Поехали! В НАТО подтвердили присутствие северокорейских военных в Курской области. Генеральный секретарь Альянса подтвердил факт размещения северокорейских войск на границе с Украиной. На пресс-конференции в штаб-квартире НАТО в Брюсселе Рютте назвал это событие значительной эскалацией в продолжающемся вторжении России в Украину. Сегодня я могу подтвердить, что северокорейские войска были отправлены в Россию и что северокорейские военные подразделения были развернуты в Курской области. Развертывание северокорейских войск представляет собой, во-первых, значительную эскалацию участия КНДР в незаконной войне России, во-вторых, еще одно нарушение резолюций Совета Безопасности ООН и, в-третьих, опасное расширение российской войны. НАТО призывает Россию и КНДР немедленно прекратить эти действия. Углубление военного сотрудничества между Россией и Северной Кореей представляет собой угрозу как для Индо-Тихоокеанского региона, так и для евроатлантической безопасности. Оно подрывает мир на Корейском полуострове и подпитывает войну России против Украины. Взамен Путин предоставляет Северной Корее военные технологии и другую поддержку, чтобы обойти международные санкции. Рютте также заявил, что это отражает отчаяние Владимира Путина после потери более 600 тысяч солдат в этом конфликте и что он не в состоянии продолжать наступление без посторонней поддержки. Но с другой стороны, Северная Корея получила от России $5,5 миллиардов. Это означает, что доходы Северной Кореи могут вырасти на сотни миллионов долларов благодаря продаже оружия России. По скромным оценкам, поставки оружия из КНДР оцениваются более чем в $1,7 миллиарда. Для сравнения, вся экономика Северной Кореи составляет около $23,7 миллиарда по оценке Южной Кореи, что делает это сотрудничество экономически значимым для КНДР. Если информация об отправке северокорейских военных в Украину подтвердится, доходы КНДР могут вырасти еще больше. Но, как считают аналитики фонда Наумана, развертывание более 20 тысяч солдат маловероятно, так как это может поставить под угрозу стабильность северокорейского режима и увеличить риск побегов среди военных. На фоне войны в Украине Россия и Северная Корея значительно усилили экономические и дипломатические связи. В первой половине 2024 года объем торговли между ними вырос до почти $53 миллионов, что значительно превышает показатели 2023 года. Тогда было почти $34,5 миллиона. Этот рост может вернуть годовой объем торговли к уровню до введения санкций в 2017 году. Также в этом году количество дипломатических встреч выросло. Состоялось более 24 встреч, в то время как в последние 3 десятилетия обычно было максимум 5 визитов в год. Российский военнослужащий расстрелял 10 своих сослуживцев в оккупированном селе Новопокровка Запорожской области. Максим Федорченко, известный под позывным «Барабаш», ликвидировал оккупантов, пока те спали, после чего сбежал. Федорченко, рядовой 91-го года рождения, из Приморского края, ранее судимый в Уссурийске за умышленное причинение тяжкого и легкого вреда здоровью и приговоренный к 4,5 годам заключения. Также за день до этого в Курской области произошел другой инцидент. Рядовой застрелил заместителя командира 2-го механизированного батальона 810-й отдельной бригады морской пехоты капитана Дмитрия Слепнева. На наблюдательном пункте между ними возник словесный конфликт, в результате которого рядовой трижды выстрелил капитану в голову из автомата. Роберт Фицо заявляет о том, что на него снова готовилось покушение. Этот инцидент, по его словам, произошел во время его визита 6 октября в город Дуклу на празднование годовщины Карпатско-Дуклинской операции, проходившей во время Второй мировой войны. Фицо отметил, что на этом мероприятии присутствовали высокопоставленные лица, включая членов правительства и президента Словакии Петра Пелегрини.
Мы схватили очень воинственного человека, который ненавидит меня за мою позицию по отношению к Украине. Он был с оружием. К счастью, он не попал в зону, где были мы, политики, а пошел в зону, где была толпа. Там он прошел через рамку металлоискателя. Было обнаружено, что у него был полностью заряжен пистолет. Фице также вспомнил о покушении в мае в городе Гандлово, где, по его словам, ему очень повезло избежать смерти. Президент Польши не сдержал эмоций в интервью Sunday Times. Он ответил на призывы некоторых западных политиков, которые считают, что Украине следует смириться с потерей части своих территорий. Дуда подчеркнул, что подобные предложения являются неприемлемыми, и отметил, что защита территориальной целостности Украины крайне важна не только для самой страны, но и для безопасности Европы в целом. Он считает, что уступки в территориальном вопросе могут создать опасный прецедент, который ослабит позиции стран Европы перед лицом возможных агрессивных действий со стороны России. Если вы так щедры в отношении России, почему бы не отдать ей кусок своей земли? Почему любая суверенная страна должна удовлетворять Россию? На каком основании, позвольте спросить, Россия заслуживает чего-то, особенно на чужую территорию? А министр иностранных дел страны обвиняет Россию в попытках повлиять на выборы в Молдове и Грузии, а также объясняет действия своего ведомства, а именно ограничение работы РФ в Польше. Россия ведет гибридную войну не только против Польши и всего Запада. Россия пыталась повлиять на результат референдума в Молдове с помощью подкупа и информационной агрессии. Теперь она делает то же самое в Грузии, но в Европе это не только попытки повлиять на результаты выборов, но и акции саботажа, поджоги и убийства. Ранее были взрывы складов с боеприпасами и, по крайней мере, попытки такого рода диверсий в Польше, к счастью, пресеченные нашими спецслужбами. У меня есть конфиденциальные сведения о том, кто стоит за этими диверсантами. Иран угрожает ответом Израилю на обстрел. Представитель Министерства иностранных дел Ирана Исмаил Багирии заявляет на пресс-конференции, что Тегеран готов ответить твердо и эффективно на недавние удары Израиля по иранским военным объектам, которые состоялись в выходные. Как сообщают иранские СМИ, в результате этих атак погиб один мирный житель, хотя первоначально власти не упоминали о жертвах среди гражданского населения. Багири подчеркнул, что прекращение огня в регионах Газа и Ливана остается приоритетом для Ирана, и также обратился к Совету Безопасности ООН, который планирует обсудить ситуацию с израильскими ударами с призывом занять решительную и твердую позицию в отношении этой атаки. Я подчеркиваю, что наша позиция ясна. Мы используем все доступные средства, чтобы твердо и эффективно ответить на агрессию сионистского режима. В принципе, характер нашего ответа будет зависеть от характера нападения. На конференции Багири осудил использование Израилем воздушного пространства Ирака для нанесения ударов и отметил, что, цитирую, «сионистский режим неоднократно нарушал международные законы и границы других стран». Конец цитаты. В Тель-Авиве говорят, что Израиль использовал только некоторые из своих возможностей для нанесения удара по Ирану. Начальник генерального штаба говорит, что была использована часть возможностей сил обороны. Наше послание очень-очень ясно, и оно связано с событиями, произошедшими на Ближнем Востоке в последние месяцы. Любая угроза, где угодно, в любое время, мы будем знать, как ее достичь. Мы будем знать, как нанести удар. Теперь это послание значительно усилено. Мы использовали лишь часть наших возможностей. Мы сможем сделать гораздо больше. Мы нанесли удар по стратегическим системам в Иране, что имеет огромное значение. И теперь мы посмотрим, как будут развиваться события. Мы готовы к любым сценариям на любой арене. Сестра белорусской оппозиционерки Марии Колесниковой Татьяна Хомич говорит: хорошо, что российская оппозиция упоминает белорусских политзаключенных, но инициатива должна исходить от белорусов. Она считает, что это важно и полезно для привлечения внимания к ситуации с правами человека и политическим преследованием в Беларуси. Но также Хомич выразила обеспокоенность ухудшением здоровья Марии Колесниковой в заключении и разочарование тем, что белорусские политзаключенные не попали в обмен между Россией и Западом. Я считаю, что если они будут говорить, напоминать, это хорошо. У нас не так много вариантов, на самом деле. У нас не так много людей, которые нам помогают.
Но если уже смотреть, так сказать, глубже, да, в детали, то, конечно, этим должны заниматься белорусские активисты, белорусские демократические силы, белорусские правозащитники. Все-таки, наверное, мы больше погружены в нашу повестку. Хотя, да, то есть это вопрос, опять же, да, то есть вот этих отношений между Россией и Беларусью, которые переносятся, да, каким-то, вот так вот, если смотреть, переносятся на отношения между российской оппозицией и белорусской оппозицией. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте про лайки и комментарии, не забывайте подписываться на канал, не забывайте про кнопочку «Супер спасибо», ведь так вы можете нас поддержать. Ну а у меня на этом все, до встречи и хороших вам новостей.